Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас интересный обзор. Очень необычные вещицы, которые мне предложили как раз таки на обзор ребята из компании Connex Global. Это дверной замок с датчиком отпечатков пальцев Philips EasyKey модели 7300. Производитель этого замка всем известная компания Philips. Я посмотрел на YouTube и особо ничего не нашел про эту вещь. И подумал, что вам будет интересно узнать, что это за замок такой, почему он в такой большой коробке, как его установить и как им пользоваться. Замок пришел в необычных размерах коробки. Сейчас я его распакую и покажу, что внутри. После распаковки я сразу установил замок за кадром и тестировал около месяца. Затем, когда уже попользовался им и сформировал за это время некоторые мнения и опыт эксплуатации, заново все разобрал и уже на камеру установил и рассказал свои ощущения от пользования таким замком. Поэтому при распаковке я был еще в шапке и куртке, а потом уже в футболке. Итак, в коробке у нас встречает вот такой файл, в котором лежат разные бумаги. Но еще меня приятно удивило нахождение там вот такой фирменной салфетки из микрофибры с символикой компании. Приятная мелочь. В остальном в этом файле стандартные бумаги, такие как руководство по установке и настройке, гарантийный талон и так далее. Далее лежит шаблон для разметки необходимых отверстий на двери. Затем в пластиковой коробочке спрятаны два запасных ключа. Нужны они для отпирания замка ручным способом, в случае, если автоматика не сработает. Мне пока они не пригодились ни разу, использовал только для демонстрации. Также есть две карточки, выполненные в виде брелоков и также служат для отпирания замка путем прикладывания к считывателю. Далее в качественном запаянном пакете находятся различные гайки и комплектующие, необходимые для установки замка. Ну и последняя коробочка содержит в себе сам механизм. Далее снимаем верхнюю картонку и видим там два черных мешочка с фирменной надписью. В них находятся дверные ручки. Это ручка внутренней части двери. А это наружный. Согласитесь, выглядит все это очень интересно. Я сразу распаковал пакетик с комплектующими. Хочу сказать, что тут припасены болтики на разные толщины дверей, что делает этот замок более-менее универсальным. А в дело пойдет малая часть этих болтов. Также я сразу подготовил шаблон к разметке. После распаковки я хочу показать вам процесс установки. Как я уже говорил, делал я это спустя месяц после распаковки, поэтому отверстия уже просверлены по шаблону. Но сложного там ничего нет. Кстати, установил я пока замок на временную дверь, потому как отделка в доме не закончена. Хотя новые двери уже закуплены, и, например, в котельной уже одна дверь установлена. Потому что там все грязные работы уже сделаны, поэтому прошу не обращать внимания на полотно двери. Дверь пойдет в мусорку, а замок перекочует на новую дверь. Как я уже говорил ранее, я снял старый замок и сделал отверстие по шаблону на наружной и внутренней части двери. Сам дверной механизм встал в стандартное посадочное место, и также совпали отверстия для шурупов. Вот вы видите все, что мне понадобится для установки. Это обе ручки, сам механизм, некоторые комплектующие и шуруповерт. В принципе, он устанавливается почти как обычный дверной замок, ничего сложного тут нет. Устанавливаем сначала дверной механизм, не забывая вывести провод во внутреннюю сторону. Это единственное, думаю, отличие от стандартного механизма. Механизм можно ставить на дверь как с открыванием наружу или внутрь, левую или правую. Просто переставляем защелку в нужном направлении и при необходимости перекручиваем стопорные винты ручки на другую сторону, так, чтобы они были внутри помещения. Они нужны для беспрепятствования отпирания двери изнутри, даже когда дверь закрыта. Далее берем наружную ручку или панель с ручкой. При необходимости вот этот язычок укорачивается под вашу толщину двери. Главное условие, чтобы он не торчал с другой стороны двери, а находился внутри дверного механизма. Накручиваем 4 бочонка.
Вставляем квадрат с пружинкой и устанавливаем его на свое место. Сначала продев провод, потом язычок, затем квадрат и далее аккуратно в посадочное отверстие саму ручку. С обратной стороны надо зафиксировать ручку специальной монтажной платы на 3 винта. После этого берем внутреннюю ручку, снимаем с нее уплотнительную резинку и надеваем ее на провода. Далее провода подключаем к плате на ручке, там трудно ошибиться, все подходит только туда, куда предусмотрено. После подключения проводов устанавливаем ручку и прикручиваем винтами. Вот и вся установка дверного механизма. Последний штрих — установка батареек. Тут их 8 штук. Закрываем крышку отсека с батарейками и закрываем нижнюю крышку. Туда мы еще заглянем. Теперь расскажу, что умеет этот замок. Во-первых, у него есть два режима – ручной и автоматический. Сейчас включен ручной режим, и принцип его работы такой. После захлопывания двери замок предупреждает, что дверь не заперта. Сделать это нужно вручную, приложив палец, карту или введя пин-код пользователя. Только после этого дверь запирается. Изнутри это делается двойным нажатием на кнопку «Закрыть». Открывается автоматически. Теперь рассмотрим автоматический режим. Для этого надо снять панель под отсеком с батарейками и перевести переключатель в положение авто, о чем также вы услышите голосовое подтверждение. И теперь после включения авторежима, после захлопывания двери, она автоматически запирается. И для отпирания требуется либо приложить палец, карту, либо ввести пин-код. Так каждый раз. Либо вот так. Изнутри делать ничего не нужно, дверь откроется при нажатии на ручку. Но если в доме или квартире есть маленькие любопытные дети, которые могут дотянуться до ручки и случайно открыть дверь, предусмотрен специальный переключатель блокировки внутренней ручки. Просто переключаем его, и ручка становится заблокирована. Автоматический режим подойдет больше для квартир, а ручной для частных домов, когда не требуется каждый раз запирать дверь. Добавлять отпечатки пальцев, пароли или карты можно с помощью голосового меню, введя мастер-пин-код. Если вы владеете базовым английским, это не составит для вас труда. Но также есть, как вы видели в начале этого видео, специальная книжка, в которой все подробно прописано. Но, правда, тоже на английском языке. А по запросу мне прислали такую книжку в электронном виде, но уже на русском. Кому понадобится, могу переслать или запросить его у продавца сразу при покупке. Там все просто, и сейчас покажу, как добавить, например, карту. Вводим мастер-пин-код или главный пин-код. Система говорит, что пин-код слишком простой и рекомендует его сменить. Далее в голосовом меню выбираем редактирование пользователей. И выбираем добавить карту доступа. После этого система говорит, для какого пользователя будет добавлена карта. И мы ее добавляем, прикладывая к считывателю. Вот и вся настройка. Остальное делается примерно так же. Все.
Ну и напоследок покажу, что делать, если сели батарейки или что-то сломалось. Это тоже тут предусмотрено. Например, на помощь севшим батарейкам придет Powerbank или блок питания с проводом microUSB. Либо есть обычный ключ, замочная скважина, как и разъем microUSB, находится снизу дверной ручки. Они там спрятаны, думаю, ими пользоваться особо не придется, так как система предупредит, если батарейки садятся. И если ее не игнорировать и менять батарейки, то все будет хорошо. У меня за месяц работы нет и намека на то, что они как-то сели. Но время покажет. Друзья, вот такой замочек мне прислали на обзор. Очень хотелось вам рассказать о такой необычной штуковине. Я, конечно, до сих пор под впечатлением и думаю, мог бы порекомендовать вам такой замок, если, конечно, вас не испугает цена. Да, стоит он дороговато, но сделан он очень качественно, выглядит красиво и теперь можно не бояться потерять ключи. У ребят, кроме таких замков, есть и другие. Кому будет интересно, ссылки я оставлю в описании под этим видео. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение насчет таких устройств. И скажите, делать ли подобные обзоры необычных вещей. Тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.